Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Акинина, нетипичный фермер. И сегодня вместе с вами мы будем разговаривать о рассаде. Перец – это та культура, которая растет практически у каждого дачника. Но слишком много вопросов и нюансов по выращиванию рассады перца, поэтому вместе с вами сегодня мы будем с этим разбираться. В России многие называют сладкий перец болгарским, хотя происхождение перца – это Южная Америка. Из Южной Америки перец завезли сначала в Португалию, потом в Турцию, и лишь после он попал в Болгарию. Этот факт заинтересовал меня больше всего. Красный перец влияет на оперение канарейки. Если та будет употреблять в пищу перец, ее цвет пера станет ярко-оранжевым. Если вы съели острый перец, нейтрализовать остроту можно с помощью молока. Очень много вопросов по срокам посева перца. Многие дачники убеждены, что перец сеют исключительно в феврале. Но срок посева перца никак не зависит от календарных дней. Срок рассчитывается индивидуально в зависимости от вашего региона. Оптимальный срок высадки рассады на постоянное место 55-60 дней. А если погодные условия не позволяют высадить перец на постоянное место, я рекомендую вам пересадить его в кашпо большего объема, например, в 1 или 2 литра. Тогда перец спокойно может завязаться, и вы высадите его уже с плодами. Поэтому в средней полосе России в марте перцы не поздно сеять. Даже можно сеять их в апреле, если используете для посева раннеспелые сорта и гибриды. Сегодня я расскажу вам о методе, который сама использую последние годы. И начнем мы с выбора сортов и гибридов, которые вам порекомендую лично я. Кубовидные перцы обычно имеют толстую стенку. Такие перцы, как Партнер, Тавиньяна, Алар, они прекрасно подходят для потребления в свежем виде, для фарширования и консервации. Из раннеспелых я с радостью порекомендую Союз, Пилот, Злата Прага и перец Добрыни Никитича. А теперь самые вкусные перцы для меня. Это поистине мое мнение, но я думаю, многие будут с ним солидарны. Перец Желтая Капия, Лосанта, перец Джемини и, конечно же, Лакшери. А перец Ники и Кеша точно никого не оставят равнодушными. Эти маленькие интересные перчинки прекрасно смотрятся в кашпо и идеально подходят для консервирования целиком. С этими гибридами вы действительно порадуетесь своему урожаю. А теперь приступим к посеву. В этом году перец – первая овощная культура, которую я сею. Проращиваю я обычно в чашах Петри на ватных дисках. Легко подписывать. 26-30 градусов – это та температура, в которой перец проклевывается быстрее всего. Семена можно замочить в обычной воде, а можно использовать стимуляторы прорастания. Дальше берем семена и выкладываем все семена на поверхность. Они у меня остаются просто открытыми на поверхности влажного ватного диска. Сверху накрываем крышкой. Обязательно проращивайте, если сомневаетесь в своей агротехнике, либо просто сеете впервые. И как только на наших семенах проклюнулись носики корневой системы, это знак, что семена можно переносить в грунт. Субстрат можно купить готовый для рассады, я же предпочитаю готовить самостоятельно. Для этого беру чистый раскисленный торф, разбавляю его разрыхлителем, я использую вермикулит. В качестве органической подкормки я добавляю биогумус. Но биогумус – медленное органическое питание, и пока оно разложится, пройдет какое-то время. Поэтому в качестве подкормки вы должны определить, либо вы что-то добавляете в грунт, либо будете использовать при каждом поливе. Я буду использовать пролонгированное питание ProSteam. На литр грунта достаточно 3-5 граммов удобрения, и оно будет постепенно питать наши растения. Конечно, при пересадке удобрения нужно будет добавить еще раз, чтобы хватило на все периоды вегетации. Для того, чтобы наше питание органическое в почве начало разлагаться и превратилось в минеральные соли, которые усваивает растение, нам необходимо добавить бактерии. Бактерии же будут служить биофунгицидом, то есть обеззаразят нашу почву. Они создают лишь пользу, поэтому не бойтесь обрабатывать почву и добавлять их в грунт при пересадках.
Обычно мы сеем с вами любую рассаду в пластиковые кашпо, но я сейчас предпочитаю сажать вот в такие мешочки. Корневая система при выращивании в мешочке хорошо аэрируется, а значит растение быстрее растет. Забивать мешочки дело не быстрое, но я вам гарантирую, это отличная медитация, и после того, как вы вырастете таким способом, вы забудете о пластиковых горшках. Чтобы посеять наши семена, нужно сделать углубление в грунте достаточно полсантиметра. Я рекомендую засыпать семена не грунтом, а вермикулитом. Так наше семя точно не задохнется и быстрее прорастет. Если вы семена не проращивали, желательно сверху накрыть их пленкой или пакетом. Просто следите за увлажненностью почвы. Рассаду лучше всего поставить под фитолампу. Вы спросите, как же выращивали раньше, ведь фитоламп не было. Раньше много чего не было. Не было современных сортов и гибридов, не было прекрасных удобрений, на которых растут эти гибриды. И, конечно, не было новых технологий. Сейчас я рекомендую их использовать, и тогда вы точно удивитесь своим результатом. Ведь ваша рассада будет на месяц раньше, чем нежели вы ее выращивали на подоконнике. Вообще, чем мне нравятся мешочки, это возможностью высадить в мешочки сразу в грунт, то есть минуя пикировку и пересадку. Это очень удобно. После того, как перец вам отдал урожай, отплодоносил, мешочек легко удаляется вместе с корневой системой, то есть он не останется в вашей почве. Как определить, достаточно ли рассаде перца питания? Это легко определяется по нижним листьям. Если они начали у вас желтеть или отваливаться, значит азота у вас точно не хватает. Срочно подкормите свое растение. А если куст жирненький, зеленый, приземистый, значит питания растению достаточно. Если вы сомневаетесь на начальном этапе в дозировках, я рекомендую использовать питательные растворы. Если питательные растворы использовать строго по инструкции, вы никогда не совершите передозировку, и вашему растению будет достаточно питания. Я думаю, вы слышали, что в перце очень много витамина С, больше, чем в черной смородине и даже в лимоне. Но есть еще культура, в которой достаточно витамина С и которую я рекомендую употреблять каждый день в пищу. И это микрозелень, и я предлагаю отправиться ко мне на кухню за новым рецептом. Познакомьтесь, это моя дочь Викуля. Давай 5. Давай мне скажи, сколько тебе было годиков, когда ты первый раз вырастила микрозелень? Помнишь? Да. Мне кажется, 2,5 было годика Вики, когда она уже сама выращивала микрозелень. Это наше с ней любимое хобби. И сегодня мы вместе с Викой приготовим смузи. Давай, чисть все бананчики. Какая вкуснотища. Многие думают, что микрозелень нужно обязательно мыть. Мы моем нашу микрозелень, Вик? Всегда мы за ним ухаживаем. Мы ухаживаем за микрозеленью, но мы никогда ее не моем. А вот помыть стоит руки. Ты помыла руки перед съемками? Ты молодец. Микрозелень у нас растет практически в стерильных условиях. У нас экологически чистые семена, которые мы раскладываем на коврик. Он не грязный, там абсолютно нет грунта, поэтому наша с вами задача вырастить, полить хорошей водой и потом просто срезать ножничками в блюдо. Ну а пока у нас на смузи не закончились бананы, я думаю, нам нужно продолжать. А смузи будешь пить? Да. С микрозеленью? Да. Точно? Да, микрозелень. Почему я рекомендую вам готовить именно смузи, а не соки? Соки хранятся свежевыжатые совсем недолго, их нужно сразу употреблять в пищу. А смузи до суток они легко хранятся. А пользы в них гораздо больше. Если вы готовите какую-то пищу и хотите украсить микрозеленью, лучше ее не резать, употреблять ее лучше в том виде, в котором она растет. Это стебелек и семидольные листочки. А вот если вы готовите смузи, тогда блендером мы перемалываем все в жидкую форму. Именно так микрозелень усваивается лучше всего. Вы получаете все полезные витамины и микроэлементы.
Какие ингредиенты лучше всего использовать для смузи? Можно использовать как фрукты, так и овощи, но лучше всего вместе их не сочетать. Детям, конечно, лучше всего готовить смузи из фруктов, так как они любят сладкое, и микрозелень лучше добавлять сладкую. Я рекомендую подсолнечник или горошек. Взрослым же лучше использовать смузи из овощей, они более полезны. И не бойтесь добавлять разнообразную микрозелень. И даже если появляется горечь, ничего страшного, это антиоксиданты. Просто не переборщите с микрозеленью. Она очень сильно влияет на вкус, но для полезности ее достаточно маленькой горсточки. Я выращиваю разнообразную микрозелень, и сегодня я добавлю разное. Это будет и пикантный редис, и очень сладкий подсолнечник, и, конечно же, сладкий горошек. Сейчас мы вместе с Викой добавим в блендер помимо фруктов нашу микрозелень. Еще одна ошибка в приготовлении и разочарование, собственно, в смузи зеленых, когда вы не пробуете предварительно микрозелень. У каждой микрозелени свой специфический вкус, и прежде чем добавить, обязательно ее попробуйте. Я, например, еще порекомендую вам добавить амарант. Он имеет насыщенный красный цвет и свекольный вкус, поэтому в смузи он сочетается отлично. Ну что, берем микрозелень. Мы сегодня будем использовать крест-салат. Давай потихонечку. Если вы покупаете микрозелень, то ее, конечно же, лучше промыть. Вы не знаете, в каких условиях она росла, и промывать холодной проточной водой. Еще чуть-чуть. Теперь мы добавляем сладенький подсолнечник. Смотри. Да. Смотри, а подсолнечник растет из семечек. Ты же любишь семечки? Да. И вот смотри, какой из него вырастает. А ты вообще пробовал его? Нет. Ты же только редиску у меня ешь. А ты попробуй, какой он. Вкусный, дочь. Давай его побольше, побольше. Он нам даст сладость. Когда вырастает горошек, он такой нежный, сладенький. Но если он перерастает, имейте в виду, он становится жестким и невкусным. Поэтому горошек лучше кушать вовремя. Давай, добавляй. Давай вот это вот все собирай. А ты ничего не забыла? Нет. А мне кажется, мы забыли главный ингредиент. Чтобы смузи пить, он должен быть жидким, поэтому мы немножечко добавим воды. И теперь мы берем блендер и все хорошенько перемалываем. Смотри, какой классный, а пахнет, понюхай чем. Мне кажется, бананом. Наливай смузи себе. На тебе трубочку. Принято считать, что дети не любят зелень, микрозелень. Вы просто не умеете ее готовить. Посмотрите, с каким удовольствием микрозелень пошла в ход, а это значит витамины и микроэлементы. А если вдруг ваш ребенок не приемлет микрозелень и не хочет слышать этого слова, готовьте потихоньку без него, добавляйте в закрытые стаканы и давайте в тот момент, когда они смотрят, например, мультики, как вкусный сок или смузи. Скажи, тебе понравилось готовить вместе с мамой? Да. Классно. А тебе понравилось выращивать микрозелень? Да. А маму любишь? Да. Обязательно готовьте вместе с своими детками. Это очень увлекательно, и это действительно сближает. Проводите время с своими близкими, и пусть вы будете здоровы. Ну что, дорогие дачники, надеюсь, вам удалось разобраться с перцем, с микрозеленью, и я рекомендую употреблять эти продукты как можно чаще. А с вами был нетипичный фермер Анна Акинина. Увидимся в следующих выпусках жизни с нетипичным фермером. Пока!